Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. На этой неделе немного задержались с еженедельным дайджестом. Из-за работы не всегда получается записывать видео в одно и то же время. Но наших зрителей хотим заверить, мы будем продолжать говорить правду, несмотря ни на что. На минувшей неделе все внимание белорусского комьюнити было приковано к одному из членов белорусских демсил в эмиграции, а конкретно к Андрею Стрижаку, главе бойцов. Точнее, временно отстраненному отдел главе бойцов. Но не дикпиком единым жили белорусы на этой неделе. Было еще несколько событий и инфоповодов, которые заслуживают нашего с вами внимания. И прежде, чем мы к ним перейдем, не забудьте подписаться на наш канал. Поделитесь этим видео со своими друзьями. А после просмотра обязательно оставьте свои комментарии и поставьте лайки. Ваша активность и небезразличие помогут развиваться нашему проекту. Что ж, поехали. Как бы не хотелось обойти эту тему стороной, но не получится. Интимные переписки Стрижака с белорусскими женщинами вызвали бурное обсуждение как онлайн, так и офлайн. Даже мертвые чаты в Телеграме ожили от таких желтых новостей. Комментаторы разделились на два больших лагеря. Одни увидели в этом событии сексуальное преступление века и требуют чуть ли не суда Линча над владельцем бокала, за которым скрывается тот самый дикпик. Другие встали на сторону главы бойцов и не видят в произошедшем ничего страшного. Мы со своей стороны не хотим присоединяться ни к одному лагерю, ни к другому. Считаем, что если в этом событии есть уголовная составляющая, то стоит обратиться в соответствующие органы. Законы здесь, в Европе, работают. Суды, особенно в таких делах, реально независимые. Поэтому виновный в случае доказанной вины чаще всего получит наказание, которое соизмеримо содеянному. И именно поэтому мы практически уверены, что этот скандал начался в так называемых независимых белорусских СМИ не случайно. Изначально новость о двух анонимных получательницах двухсмысленных фотографий от Стрижака появилась на Еврорадио. Этот ресурс уже давно заработал славу основного офисного СМИ. Поэтому вряд ли такая тема могла освещаться на Еврорадио без одобрения офиса. И вот здесь возникает главный вопрос. Кому выгодно было поднимать скандал вокруг Стрижака именно сейчас? Андрей Стрижак – одна из самых узнаваемых фигур в белорусских демсилах. Он вхож в офис и около офисной структуры, а деятельность фонда «Байсол» однозначно ассоциируется с его именем. Да, по-хорошему так не должно быть, но мы исходим из того, как есть на самом деле. И вот одного из самых узнаваемых помогаторов белорусам берут и сливают. В памяти еще свежи фотографии с открытия Международного гуманитарного фонда. На фото уверенно позируют те, кто долгое время паразитирует на доверии белорусов и теме политзаключенных. Лидерка Светлана Тихановская, представитель Объединенного переходного кабинета по социальной политике Ольга Зазулинская, глава фонда «Байхелп» Алексей Леончик и глава фонда «Байсол» Андрей Стрижак. Это было меньше года назад. И вот двое с этой фотографией попали в опалу. Сначала за финансовые махинации, нарушение протоколов безопасности и проблемы с отчетностью. Из фонда убирают ByHelp. Следом, но уже за сексуальные странности своего главы, из МГФ убирают бойцов. На первый взгляд может показаться, что вот, мол, посмотрите, как правильно работает офис. Даже своих не пощадит за нарушение. И в это даже можно было бы поверить, если бы не предыдущие 5 лет слива белорусского протеста,
и распиливания европейских и американских грантов. Но на самом деле для нас очевидно, что перед белорусами разыгрывается очередной спектакль на фоне катастрофического низкого уровня доверия к так называемым лидерам. Основными мы считаем две версии происходящего. И в обоих речь идет о театральной постановке, которая разыгрывается перед белорусами. Такого рода скандалы используются публичными людьми, чтобы отвести фокус внимания от других проблем. И как бы это банально ни звучало, но вопрос, очевидно, в деньгах. После проверки Байхелпа и выявления нарушений очередь дошла и до Байсола. То, что Байхелп и Байсол давно связывают очень близкие отношения, известно всем белорусам, которые хоть немного погружены в политическую повестку. И очевидно, что вслед за нарушениями, выявленными в Байхелп, следовало ожидать подобного и в Байсол. И поэтому очень велика вероятность, что с помощью своего каминг-аута Стрижак решил просто-напросто слиться. Понимая, что финансовые нарушения рано или поздно будут выявлены, Андрей Стрижак решил сделать ход конем и попросту декредитировать себя и весь фонд, который неразрывно связан с его именем. И под шумок скандала просто свернуть деятельность. Косвенно о таком варианте может говорить тот факт, что еще с начала года были запущены организационные изменения в Байсоле. По информации источников, заслуживающих доверия, фонд заранее сменил юридический адрес и директора. Почему это было сделано накануне проверки со стороны норвежского Хельсинского комитета? Вопрос. Есть и вторая версия происходящего. В условиях сокращения финансирования со стороны американцев денег стало меньше, а количество желающих распилить эти деньги не уменьшилось. Поэтому кем-то было принято решение достать из рукава козыри, которые лежали там не менее 2 лет, и убрать конкурентов в борьбе за европейские деньги. Понятно, что о нарушениях в Байхелпе и маленьких сексуальных странностях Стрижака в узких кругах было известно давно, но опубличить это решили почему-то именно сейчас. И в одном, и в другом случае очевидно одно. Перед нами решили разыграть спектакль, чтобы белорусы обсуждали все, что угодно, но только не результаты финансовых проверок. И таким образом увести фокус внимания людей от действительно важных вопросов. А вопросы эти очень простые. В чьи карманы ушли деньги, выделенные на демократические процессы в Беларуси? Почему никто не несет ответственности за сливы данных белорусов? Почему помощь к вынужденным уехать из страны бывшим политзаключенным и репрессированным доходит в урезанном виде? Уходить на фоне скандалов стало уже привычным в руководстве белорусских демсил. За последние 3-4 года различные деятели, замешанные в сливах данных и финансовых скандалах, просто ушли в сторону с политического Олимпа, так и не ответив за свои действия. Поэтому мы с вами не должны допустить повторения этих историй и приглашаем всех наших зрителей присоединиться к призыву хорошо известных и, самое главное, действительно неравнодушных белорусов. Добрый день. Прошло 5 лет с момента массового восстания белорусского народа против диктатуры. Сегодня мы обязаны говорить правду. Твердо, честно, открыто. Свыше 400 миллионов евро было выделено различными международными партнерами для поддержки демократии в Беларуси и построения гражданского общества. Но где эти деньги? Кто их получил? И главное, что изменилось за это время в стране? Люди, наближенные до офісу Тихановской, займаються розсилкою інтимних фото на сродки в розв'язу. Открыто крадуть, дискредитують білоруську боротьбу. Гэта не просто неэтычна, гэта наўпроствае злачынства супраць будучыні Беларусі. Ачуйцеся, Стрижак не показаў вам свой на здымках, а послал вас всех туды. Белорусы, вы видите, что это мошенники. Деньги были украдены посредническими структурами, не имеющими никакого отношения к Беларуси.
Эти организации не несут ответственности, не отчитываются и действуют по принципу «освоить и исчезнуть». Ключевую роль в этих схемах играет офис Светланы Тихановской. За 5 лет не было достигнуто ни одного реального изменения в Беларуси благодаря таким структурам. Наоборот, все предложения и инициативы участники проекта системно блокировались и дискредитировались. Вядома аб недапушчальных выпадках мэтанакіраванага зліву спецслужбам рэжыму дадзеных беларускіх актывістаў. Гэта прывяло да сотняў арыштаў, катаванняў, разбураных лёсаў. За гэтую дзейнасць ніхто не панес адказнасці. Адзіная рабочая стратэгія – гэта ультыматум тэрарыстычнаму рэжыму. Прыярытэтам з'яўляецца безумоўнае і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў і мараторый на далейшыя рэпрэсіі. Амаральна на чужой трагедыі зарабляць мільёны еўра. Амаральна дазваляць рэжыму гандляваць палітзняволенымі. Амаральна ператвараць беларускіх Жанаў д'Арк у беларускіх Нельсонаў Мандэлаў. Мы звяртаемся да ўсіх і прапануем правесці устаноўчы сход, на якім разам прыняць рашэнне па наступных пытаннях. Вызначыць прыярытэты і каардынаваны план дзеянняў для ўсіх дэмакратычных сілаў. Сфармаваць структуру сходу, якому дэлегаваць паўнамоцтвы, рэальна прадстаўляць інтарэсы беларусаў і несці поўную адказнасць за свае дзеянні. А также принять политические документы, которые придадут легитимность постоянным рабочим органам, а также документы, направленные на защиту независимости Беларуси, прекращение репрессий и недопущение возврата к власти коррупционно-мафиозных структур. Всеобщее осудить действия так называемого офиса Тихановской и запретить участие лиц, причастных к деятельности этого офиса, до окончания следственных действий и суда над ними. В августе текущего года вновь состоится очередной праздник тщеславия, организованный офисом Тихановской за счет западных грантов. Без стратегии, без целей, но с черной икрой и протокольными фотографиями. Мы обращаемся к тем, у кого еще осталась совесть. Не участвуйте в этом фарсе. Группа мошенников на протяжении многих лет вводила в заблуждение правительства западных стран, выдавая себя за представителей белорусского народа. Полученные ресурсы тратились не на борьбу с диктатурой, а на политический туризм, пиар и личный комфорт. Мы не должны позволять запятнать имя белорусского народа. Присвоенные средства должны быть возвращены в бюджеты стран, которые их предоставили, как акт справедливости и восстановления доверия. Только тогда мы сможем перевернуть страницу. Живе Беларусь! Живе вечно! Пять лет. Более чем достаточный срок, чтобы оценить результаты работы так называемых лидеров. И белорусам, особенно белорусам в эмиграции, нужно это сделать. Это наше право, наша обязанность, если мы хотим стать по-настоящему демократическим обществом. И мы не должны позволять политикам, даже тем, кто стал таковыми не по своей воле, манипулировать нами. Ответственность и прозрачность – базовые вещи, на которых должна строиться работа тех, кто претендует на лидерство. И мы считаем, что нынешние так называемые лидеры демсил не прошли такую проверку. Теперь вернемся к Сергею Тихановскому. Несмотря на то, что на минувшей неделе его практически не было видно и слышно в эфире, инфоповоды, связанные с его персоной, все-таки были. Этих поводов он успел дать еще старыми интервью. В частности, на минувшей неделе ему снова пришлось оправдываться, теперь уже не перед белорусами, а перед литовцами, за свое неосторожное высказывание о возможности построения белорусами автономных островков в Европейском Союзе. Литовцы, которые очень скрупулезно относятся к вопросам своей независимости, не пропустили эти слова мимо ушей. И вот мы уже видим обращение в МИД Литвы со стороны одного из депутатов Литовского Сейма с предложением прекратить деятельность офиса Светланы Тихановской на территории Литвы. Чита Тихановских поспешила оправдаться за необдуманные слова Сергея, а МИД Литвы их поддержал. Но парламентарий на этом не остановился и разместил петицию о необходимости остановки деятельности офиса на территории Литвы.
Если уже не только у белорусов есть вопросы к деятельности офиса, то, видимо, что-то не так в датском королевстве. Очень надеюсь, что ситуации, которые произошли с Сергеем Тихановским за последний месяц, станут уроком для наших новых лидеров. Лидерство– это в первую очередь ответственность за слова, за действия. Ответственность не только перед собой, но и перед теми, чьи интересы ты представляешь. А Сергею Тихановскому по-прежнему желаю скорейшего восстановления после того ада, что он прошел в плену у режима. А пока наши демсилы сотрясают финансовые и сексуальные скандалы, из стана наших западных партнеров приходят не самые хорошие новости. Несмотря на красивые слова господина Латушка после встречи с руководителем управления по делам иностранцев Польши, ситуация с легализацией становится хуже. Практика продления рассмотрения заявлений о защите до 15 месяцев уже стала системой. При этом уже появились первые кейсы, когда даже после отсидки в белорусской тюрьме по политмотивам белорусы не получают статус беженца. Да, пока что еще хотя бы дают доп. Защиту, но кто знает, как ситуация будет меняться дальше. Тем более на фоне свежей информации о том, что польской партией ПиС внесен на рассмотрение законопроект о временном запрете въезда гражданам стран, не входящих в Евросоюз. И если он будет принят, то велика вероятность, что белорусы, которые не могут ездить в Беларусь, не смогут больше пригласить сюда своих родных. Из Литвы тоже новости не лучше. Очередные кейсы с признанием нежелательности пребывания в стране белорусов. Хотя, с другой стороны, чего еще ожидать, когда так называемые лидеры позволяют себе такие высказывания? Вон, Светлане Тихановской мало того, что пришлось извиняться за мужа, так еще даже пришлось в срочном порядке учить слова литовского гимна. А то давно обещала хоть немного выучить язык страны, которая прилетела ее и детей. Да все руки не доходили. Видимо, были более важные дела по освоению европейских бюджетов. Ой, прошу прощения, по борьбе с режимом. Вот такие результаты работы за 5 лет. Петь литовский гимн Тихановской пришлось на акции, посвященной поддержке Украины. Это была, если не ошибаюсь, 148-я акция в поддержку Украины в Вильнюсе. Как думаете, на скольких из них присутствовала Тихановская? Для такого подсчета хватит даже пальцев одной руки. Ну а тем временем в Беларуси продолжаются аресты и посадки людей по политмотивам, в том числе и по делу Гаюна. На неделе был осужден по этому делу и Никита Лосик, брат того самого Игоря Лосика. Но нас его история заинтересовала не тем, что он брат известного политзаключенного. Никита получил от белорусской так называемой Фемиды наказание в виде 3 лет химии и был эвакуирован из Беларуси. Так вот, в одном из интервью Никита рассказал, что необходимые меры безопасности он предпринял давно, вплоть до удаления аккаунта, с которого отправлял данные в проект «Белорусский Гаюн». То есть он выполнил все необходимые рекомендации, чтобы обезопасить себя. Но это не помогло, и белорусские силовики все равно вышли на него. Как думаете, это случайность? Ну и напоследок напомню, что совсем скоро 5-я годовщина несостоявшихся пока что перемен в нашей родной Беларуси. В эту символическую дату, 9 августа, офис решил провести очередную ярмарку тщеславия, которую назвали «Новая Беларусь». Как сторонник любого диалога я тоже подал и даже не одну заявку на участие в качестве представителя YouTube-канала «Небеглый». Но так и не получил подтверждения регистрации. Видимо, диалог – это не про нынешних так называемых лидеров демсил. Там в почете монологи и молчание со стороны людей. Но придется их разочаровать. Время молчания прошло. Пришло время отвечать за свои слова, за свою работу. Отвечать перед нами, перед белорусами. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать на этой неделе. Оставляйте свои комментарии.
Не забывайте ставить лайки и делиться видео со своими друзьями. Только так, поддерживая один одного, мы сможем построить по-настоящему новую Беларусь. С вами был канал Не Бегай. Скоро увидимся.